Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Зима в тот год выдалась не просто суровой. Она казалась живым существом, мстительным и безжалостным. Февральские метели заносили избы по самые крыши, а мороз был таким, что стоило на мгновение зазеваться, и ледяные иглы прошивали одежду насквозь, добираясь до самого сердца. Артем возвращался из соседнего села. Путь, который обычно занимал 2 часа, превратился в бесконечную борьбу. Мир вокруг перестал существовать. Не было ни неба, ни земли, только ревущий белый хаос. Ветер выл на 1000 ладов, то имитируя плач ребенка, то переходя на утробный рык разъяренного зверя. Артем шел почти вслепую, ориентируясь лишь по памяти и внутреннему чутью. В какой-то момент, когда силы уже начали оставлять его, а колени предательски дрожали, он услышал это. Звук был настолько слабым, что поначалу Артем принял его за игру воображения. Тонкий, прерывистый писк, похожий на скрежет льдинки о стекло. Он остановился, прикрыв лицо рукавицей. Снег по пояс, видимость 3 шага. Логика кричала: «Иди, не останавливайся, иначе замерзнешь здесь же». Но что-то глубоко внутри, какой-то древний инстинкт заставил его свернуть к придорожной канаве, превратившейся в глубокий сугроб. Артем опустился на колени и начал лихорадочно разгребать снег. Пальцы в грубых перчатках наткнулись на что-то твердое и ледяное. Он отбросил еще слой рыхлой белизны и замер. В яме лежал крошечный комок шерсти, почти полностью покрытый инеем. Щенок. Маленький, серый. Он уже не шевелился, лишь изредка вздрагивая всем тельцем в последней предсмертной конвульсии. «Дурак ты, малыш!» — прохрипел Артем, расстегивая тяжелый тулуп. «И я дурак!» Он подхватил ледяное тельце, прижал его прямо к рубахе, чувствуя, как холод щенка обжигает кожу. Запахнув тулуп и подпоясавшись, Артем двинулся дальше. Теперь у него была цель — донести эту крохотную искру жизни до тепла. Дома Артем первым делом бросил в печь охапку дров. Огонь затрещал, наполняя комнату живым золотистым светом. Он положил щенка на старую овчинную безрукавку у самого жерла печи и принялся растирать его сухой тряпкой. Час, второй. Артем уже начал терять надежду, когда существо вдруг судорожно вздохнуло и заскулило. Щенок открыл глаза. Артем невольно отпрянул. Это не были обычные собачьи глаза, карие или желтоватые. На него смотрели 2 бездонных озера, прозрачные, как лед на глубоком озере, почти белые, но светящиеся странным, осознанным разумом. В этом взгляде не было щенячьей растерянности или страха. Было лишь бесконечное, холодное спокойствие. «Ну, привет, Север!» — негромко произнес Артем, протягивая руку. Щенок не лизнул ладонь. Он просто смотрел, словно изучая душу человека, который вырвал его из лап смерти. В ту ночь Артем долго не мог уснуть, чувствуя на себе этот немигающий взгляд. Прошли недели. Север рос с пугающей скоростью. Если обычный щенок к 3 месяцам становится подростком, то Север к этому времени уже едва помещался под столом. Его шерсть, поначалу невзрачная, приобрела удивительный серебристо-стальной оттенок. Она была густой и жесткой, а под ней перекатывались тугие узлы мышц. Но странным было не только это. Север никогда не лаял. Он перемещался по дому абсолютно бесшумно, словно тень. Артем часто ловил его у окна. Пес часами стоял на задних лапах, положив передние на подоконник, и смотрел в сторону черной полосы леса на горизонте. Иногда он наклонял голову, будто прислушиваясь к звукам, которые ухо человека уловить не в силах.
Деревенские собаки, обычно задиристые и шумные, при виде Севера замолкали. Они забивались в конуры, поджимали хвосты и мелко дрожали, даже если серебристый пес просто проходил мимо на поводке. Старики в деревне начали креститься, провожая Артема взглядами. «Недоброе ты в лесу подобрал, Артем», — говорил сосед, старый охотник Игнат. «Не собака это. У собаки в глазах преданность, а у этого — вечность. Сдай его, пока беда не вышла». Артем лишь отмахивался. Для него Север стал единственным близким существом в этом холодном мире. Он видел, как пес понимает каждое его слово, как он иногда кладет тяжелую голову на колено, предлагая своеобразное, суровое утешение. Перелом случился в ясную полночь марта, когда луна висела над миром, как огромный ледяной щит. Артем проснулся от того, что в доме стало невыносимо холодно. Север стоял посреди комнаты, его шерсть в лунном свете казалась отлитой из чистого серебра, а глаза горели ровным, потусторонним фосфорическим светом. Вдруг из леса донесся вой. Это не был обычный волчий призыв. Звук был многоголосым, вибрирующим, он пробирал до костей, заставляя кровь стынуть в жилах. Это был плач самой земли, зов древних богов зимы. Север вскинул голову. Его грудь расширилась, и он ответил. Артем вжался в кровать. Голос Севера был низким, мощным. Он заставил стекла в окнах задрожать. В этом звуке слышался хруст ломающегося льда, рев метели и величие вечных снегов. Это был голос хозяина, а не подчиненного. С той ночи по деревне поползли зловещие слухи. У одного фермера задрали теленка, у другого пропали овцы. Но странно, хищники не ели мясо на месте. Они просто уносили добычу в лес. На снегу находили следы, огромные, размером с добрую тарелку, с глубокими отметинами когтей. Такие следы не мог оставить ни один волк в округе. «Это твой выродок их водит!» — кричали Артему на площади. «Мы видели серебристую тень у загонов. Избавься от него, или мы сожжем твой дом вместе с ним!» Артем знал, что Север не уходит ночью из дома. Он сам запирал дверь на тяжелый засов. Но он также видел, как пес меняется. Север перестал есть обычную еду. Он лишь пил воду и сутками смотрел в сторону леса. Он стал еще больше. Теперь, когда он стоял на 4 лапах, его холка находилась на уровне груди Артема. Это было величественное, пугающее создание. Однажды ночью Артем проснулся от странного ощущения. В комнате было темно, но он чувствовал чье-то присутствие. Север стоял у его кровати. Пес больше не был похож на животное в привычном понимании. Его тело вытянулось, стало невероятно мускулистым, морда приобрела хищные, но благородные черты. Он смотрел на Артема, и в его глазах больше не было льда. Там была печаль. Снаружи послышались крики, лай собак, и факельное зарево заплясало на стенах. Жители деревни, подогреваемые страхом и злобой, пришли вершить свой суд. «Выходи, Артем! Выводи зверя!» — гремели голоса. Артем посмотрел на Севера. «Тебе пора, верно?» — прошептал он. Пес тихо ткнулся носом в ладонь человека. Короткое, едва уловимое движение, прощание и благодарность за ту спасенную жизнь в канаве. Артем встал, накинул тулуп и, не запирая дверь, вышел на крыльцо. Перед домом стояла толпа с вилами и факелами. Но стоило ему выйти, как гомон стих. Из тени за спиной Артема медленно выступил Север. Толпа ахнула и попятилась. В свете факелов серебристый гигант казался ожившим духом леса. Он не рычал, не скалился.
Он просто смотрел на людей, и под этим взглядом самые смелые опускали оружие. В нем чувствовалась такая древняя сила, что человеческая злоба казалась ничтожной шелухой. А потом из тьмы леса начали выходить другие. Десятки теней, серых и белых, бесшумно окружили деревенскую площадь. Стая пришла за своим королем. Север сделал шаг вперед, затем обернулся и посмотрел на Артема. Это не был взгляд зверя, это было приглашение. Выбор между миром людей, полным страха и злобы, и миром вечной зимы, где правит сила и честность первобытной природы. «Артем, назад!» — крикнул кто-то из толпы, но было поздно. Артем посмотрел на свои натруженные руки, на покосившиеся избы деревни, на людей, которые еще минуту назад хотели его убить. А потом он посмотрел в глаза с севера. Там была свобода. Там был бескрайний снежный простор, который он всегда любил больше теплых печей. Он сделал шаг, затем второй. Жители деревни в ужасе наблюдали, как их сосед уходит в темноту вслед за огромным серебристым существом. Стая расступилась, пропуская их, и сомкнулась за их спинами, словно занавес. Утром охотники, набравшись храбрости, дошли до дома Артема. Дверь была распахнута настежь. Внутри все осталось нетронутым. Остывшая печь, недопитый чай на столе, старая овчинная безрукавка на полу. На свежем снегу, выпавшем за ночь, отчетливо виднелись следы. Рядом с огромными, когтистыми отпечатками лап шли ровные следы человеческих сапог. Они не петляли, не сбивались. Они уверенно уходили в самую чащу леса, туда, где начинались непроходимые буреломы. Там, под вековыми елями, следы обрывались, словно те, кто их оставил, просто растворились в воздухе. С тех пор прошло много лет. Деревня изменилась, старые дома сменились новыми, но легенда осталась. В самые лютые февральские ночи, когда метель воет так, что кажется, будто небо падает на землю, жители запирают ставни покрепче. В такие ночи из глубины леса доносится вой, глубокий, торжественный и мощный. Старики говорят, что в этом многоголосии иногда можно различить странный звук. Это не совсем вой, это что-то, напоминающее человеческий голос, поющий песню на языке, который понимают только ветер и снег. Они верят, что Артем не погиб, что тот, кто однажды спас зиму в образе маленького щенка, сам стал частью этой вечной, холодной и прекрасной силы. И теперь, пока над миром кружит снег, серебристый вожак и его человек вечно хранят покой древнего леса.